Приступаем к созданию игрушки пингвина из Евангелиона. Для этого нам нужно взять проволоку и отметить ее 3 раза от лапок до головы и обратно. Эта длина проволоки будет служить нам телом для пингвина и, собственно, лапками. Отмеряем. Проволоку нужно отмерять немного с запасом, для того, чтобы кончики проволоки вытачивали снизу лапок. На эти кончики мы будем приклеивать пластиковые коготки самих лапок. Для того, чтобы было удобно отмерять проволоку, нужно отрезать один кусок проволоки, потом взять сантиметр и померить, сколько, собственно, сантиметров в этом куске проволоки. Длина этого куска проволоки 85 сантиметров. Следовательно, следующие 2 куска проволоки нам нужно сделать длиной 85 сантиметров. Мы отрезали 3 куска проволоки для тела. Находим середину у проволоки. Для этого соединяем кончики проволоки. Старайтесь делать как можно ровнее, но если концы проволоки будут разные, это ничего страшного, потому что в финале, когда мы будем приделывать коготки на лапки пингвина, проволока будет подрезаться. Проволока для тела пингвина нарезана. Теперь нам нужно нарезать также 3 одинаковые длины проволоки для того, чтобы сделать крылья пингвина. Также у пингвина на крыльях есть коготки, поэтому проволока должна выходить немножко за пределы крыла, для того, чтобы на нее впоследствии наклеивались коготки крыльев. Отмеряем проволоку по трафарету пингвина. Приблизительно так. Также складываем пополам, чтобы было 2 одинаковых куска проволоки. И отрезаем первую. Здесь по такому же принципу, как и на тело пингвина. Обмеряем проволоку первую, которую мы отрезали, чтобы отрезать приблизительно еще 2 таких же куска проволоки. — 56 сантиметров. Нам нужно еще 2 куска проволоки длиной 56 сантиметров.
Проволоку мы нарезали. Откладываем оставшуюся в сторону, она нам больше здесь не пригодится. Также складываем пополам проволоку на крылья для того, чтобы найти середину проволоки. Вот таким образом. Это у нас проволока для крыльев, откладываем ее пока что в сторону. Это у нас проволока для тела пингвина. Нам необходимо сделать следующее. Смотать ее вместе, чтобы сделать скелет пингвина небольшой. И, собственно, соединить лапы до момента перепонок. Берем все 3 проволоки вместе. Для этого нам понадобится еще малярный скотч. Берем малярный скотч и вместе все 3 проволоки закрепляем временно, чтобы они никуда не разбегались. Теперь берем все 3 проволоки и просто сматываем вот здесь вот чуть выше. Получается такая петля, и вот здесь вот просто сматываем проволоки между собой несколько раз. Вот что у вас должно получиться. Петля, несколько раз промотанная середина проволоки и несколько по 3 проволоки, смотрящие в разные стороны. Следующим этапом нам нужно скрутить эти 3 проволоки между собой, для того, чтобы они не расходились в разные стороны. Скручиваем. Скручиваем не до конца, потому что нам нужно будет еще определить, где находятся перемычки. Вот что у нас получилось, собственно. Теперь мы кладем проволоку. Для того, чтобы определить, где должны находиться перемычки, нам еще надо вот в этом месте сделать небольшое такое раздвижение и согнуть сбоку, потому что лапки у него смотрят не в разные стороны, а все-таки вниз. Поэтому делаем такой П-образный вид, вот так вот, для того, чтобы лапки пингвина смотрели вниз. Определяем, где должен находиться по картинке, где должны находиться, собственно, перемычки. И помечаем маркером на проволоке места, до которых нужно скручивать. Можно пометить на одной проволоке и скручивать до одной проволоки.
Вот, собственно, что получилось. Опираясь на исходный рисунок, прикрепляем проволоку крыльев приблизительно сюда. Для этого нам понадобится бумажный скотч. Соединяем бумажным скотчем середину крыльев, так же как мы соединяли середину проволоки каркаса. Теперь бумажным скотчем прикрепляем проволочный каркас крыльев к основному каркасу. Вот таким вот образом мы зафиксировали места, где находится у нас проволочный каркас крыльев. Нам нужно бумажным скотчем полностью обмотать проволочный каркас, но сначала каркас тела. Крыльями будем заниматься в последнюю очередь. Обмотка бумажным скотчем каркаса проволочного поможет нам в дальнейшем в работе, поскольку в проволоку не будет попадать или застревать нитки или ткань, которой мы будем потом обматывать каркас. Вот таким образом закрываем полностью всю проволоку, которую мы накрутили. Также вместо скотча можно использовать изоленту. Не рекомендую использовать обыкновенный скотч. Он рвется об металлические части очень сильно, его не видно, и он очень скользкий и труден в работе. На него впоследствии плохо будет прицепливаться ткань. А бумажный скотч самое оптимальное решение. Мы обмотали основную часть скотчем. Теперь для того, чтобы сделать крылья, нам нужно поступить следующим образом. Нам нужно выгнуть проволочки так, чтобы они были на одной плоскости, но в то же время были вот на таком расстоянии. Теперь для того, чтобы зафиксировать проволочки вот так, мы берем бумажный скотч, отрываем полоску. Кладем серединную палочку сюда. Так, не забываем про когти. Кладем серединную палочку приблизительно сюда и на расстоянии, на котором будут находиться когти. Это где-то, я думаю, сантиметр.
Вот так вот. И вторую палочку кладем точно так же. А теперь заклеиваем оставшимися кончиками бумажного скотча эти палочки. И у нас получается вот такое вот плоское крыло. Для того, чтобы зафиксировать это плоское крыло, нужно взять бумажный скотч, отрывая такие небольшие полоски, проклеить его по всему крылу, чтобы крыло оставалось плоским, толщиной в одну проволоку, а не как мы делали с ножками, скрученные колбаской. Вот таким вот образом проклеиваем скотчем в несколько слоев крылья, и они остаются плоскими. Мы видим, что они плоские, намного площе, чем ножки. С одним крылом закончили, также делаем со вторым крылом. Расправляем проволоки. Если необходимо их выпрямить, их надо выпрямить. В результате у нас должен получиться вот такой вот скелет пингвина. Поправляем крылышки.
Вот так должен выглядеть готовый скелет на этом этапе.